Мой вердикт: из 3 технологий однозначно побеждает тушенка. Друзья, привет! В этом ролике не будет занудной лекции про консервирование, потому что в прошлом своем видео про овощные консервы я практически все рассказал. И даже материалы на Бусти все опубликовал. Да и показывать вам рецепт тушенки тоже, думаю, не имеет смысла. В сети огромное количество профессионалов, людей, которые занимаются автоклавированием многие лет, посвятили всю жизнь этому. Мне в эту поляну нет никакого смысла просто лезть. Поэтому этот ролик не про рецепт, а про кулинарный эксперимент. Точнее, 2 эксперимента, но с одним смыслом. И давайте вместе разберемся, как влияют разные способы приготовления мяса в банке, то есть тушенки и конфи, на конечный вкус продукта. Я специально никаких предварительных тестов не проводил, так что буду делать все вместе с вами практически в прямом эфире. У меня для 2 экспериментов 2 продукта. Это свиная лопатка и утка. И начнем мы, как обычно, любые консервы мясные. Это просолка. Сейчас я свинку нарежу небольшими такими кусочками, небольшими, не маленькими. Жира, конечно, в ней маловато. По ГОСТу, кажется, положено 30%. Ну, как для колбасы. Да, к этому мясу хорошо бы какой-нибудь Шварценблок, потому что жира действительно мало. И он у меня был, но кончился. Я его на паштеты весь извел. Посол стандартный, 1% от веса мяса я уже отмерил. Каменная соль, я беру чуть больше, где-то 1,1. Мне 1 мало. И напомню, мы никогда не солим мясо в банке. Мы солим всю массу, соль должна впитаться, мясо хорошо просолиться, и уже просоленное закладываем в банку. И утку. С уткой будет возни побольше. Как я уже сказал, это 2 эксперимент. Я хочу приготовить утку конфи 2 способами. Сейчас я вот эту вот железу вырежу. Давайте я прям все отрежу. Она мне, в принципе, не нужна. Для конфи нужны только ножки, то есть бедрышки. Но раз у меня утка целиком, то даже будет интересно посмотреть, во что у нас превратится магре, то есть утиная грудка. У нее мясо более волокнистое, более сухое. Вот и посмотрим. Все, где есть жир, у нас все идет в дело. Потому что у меня есть смесь жиров, там и утины разные, но его будет недостаточно. Поэтому весь жир, который с этой утки я добуду, он пойдет у меня, естественно, в дело. Так вот, классическая технология приготовления конфи – это долгое низкотемпературное томление в жиру. В этом, собственно говоря, весь смысл этой технологии. И таким способом конфи готовят еще со средних веков. Готовое конфи заливали утиным жиром и ставили в холодное место, в погреб для длительного хранения. Собственно говоря, сейчас во Франции в деревнях так его и готовят. И вы резонно скажете, а как же ботулизм? Анаэробная среда, мясо, все условия, чтобы ему хорошо было развиваться. И на этот вопрос ответа нет. Мы не знаем, какое количество французов умерло, начиная с 13 века, от ботулизма, поедая конфи. Статистики такой нет. Но сейчас, если вы покупаете готовое конфи в супермаркете, то оно обязательно прошло стерилизацию. И у меня резонно возникает вопрос, так что же вся вот эта вот технология медленного томления, вытягивания ароматов при низкой температуре теряет смысл при стерилизации 115-120 градусов. Поэтому мой 2 эксперимент связан именно с этой технологией, чтобы понять, так все-таки конфи, приготовленное традиционным способом, насколько сильно отличается, лучше, а может быть хуже, от безопасного конфи, приготовленного в автоклаве. Половину утки нарежу кусочками, те, что пойдут в банку, значит, просто не влезут. Так вот, интересно то, что при стерилизации происходят физико-химические процессы, которые не происходят при обычной готовке нагревания продукта до 100 градусов. Это и глубокая денатурация белков, и полный гидролиз коллагена, и выплавление тугоплавких жиров, и их гидролиз и окисление. А еще разрушаются витамины, особенно витамины группы В. Так что консервы — это не очень полезная вещь, оказывается.
Каркас я заморожу, он у меня потом пойдет на бульон. Соль тот же 1%. И сюда я еще добавлю ароматизаторы. Розмарин, шалфей, лавровый лист, перец горошком, чеснок. А вот мой любимый тимьян куда-то пропал, поэтому без тимьяна. Сюда хорошо и можжевельник. Ну, рецептов в конфе великое множество. У каждой хозяйки свой вариант маринада. И теперь всему этому хорошо постоять. Конечно, лучше несколько часов, но я пару часов подожду и продолжу. Порубленную утку заложу в банку, а вот ароматизаторов я положу совсем чуть-чуть, потому что при стерилизации они совсем по-другому работают. Стоит переложить, например, лаврового листа, и ваша тушенка будет горькая, поэтому буквально каплю. А вот насчет чеснока я вообще не знаю. Я проводил эксперименты с разными тушенками с чесноком, и у меня сложилось такое впечатление, что стерилизация полностью убивает весь аромат чеснока. Не знаю. Тут я обращаюсь к профессиональным консерваторам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, прав я или нет. Ну, насчет чеснока. Ну вот, как раз половина вроде бы влезла. Что-то я переборщил. Сейчас я попробую ее утрамбовать. И, в принципе, сюда жир можно и не добавлять, потому что здесь достаточно жира. Я положил кожу, он вытопится, все будет правильно. Эту банку я пока отставлю. И классика. Сейчас я все аккуратненько, ровненько разложу. Залью все жиром, чтобы жир полностью нашу утку покрыл. Ну вот как раз. И в духовку на 90 градусов, думаю, где-то пару часов минимум, может и больше. Будем тыкать, смотреть. Теперь свинка. О каких 3 способах приготовления я говорил? Ну, на самом деле их принципиально 2. Это raw pack и hot pack. Ну а по-простому raw pack то, что мы все делаем, когда кладем сырое мясо в банку и потом автоклавируем. А hot pack я бы разделил на 2 части. Почему я сказал, будет 3 банки. Первое, когда мы мясо, только мясо обжариваем, то есть создаем корочку и заставляем работать ту самую реакцию Майяра. И в банку укладываем уже мясо с румяной корочкой, которая должна изменить его вкус. И третий вариант, когда мы кладем в банку уже практически готовое блюдо, то есть мясо пожаренное и тушеное с теми овощами и специями, которые мы обычно кладем в тушенку. И я предполагаю, что в горячем варианте у нас должно получиться больше мяса и меньше бульона. Ну, понятно, потому что если мы кладем сырое мясо, оно в процессе приготовления выделяет соки и уменьшается в объеме где-то минимум на треть. А в горячем варианте мы можем больше запихать мясо, потому что оно уже ужатое, и мы его туда утрамбуем. Но количество мяса и количество бульона меня как раз меньше всего интересует. Меня интересует, как я сказал в начале, это изменение вкуса. То есть вкус тушенки, которая у нас получится, и чем она будет отличаться, и какая, конечно, вкуснее. Морковку нарежу маленьким кубиком. Я практически во все свои тушеные варианты, мясные, кладу морковку. Морковку и лук. А вот лавровый лист я класть не буду традиционный. Потому что, во-первых, он дает очень сильный аромат, а нам нужно понять, какое у нас все-таки получится мясо в чистоте. И, во-вторых, лавровый лист – это как раз те самые покупные магазинные консервы. Ну, кому-то это нравится, мне не очень. Я предпочитаю свой домашний вариант, поэтому я лавровый лист не добавляю, я кладу только лук, морковку и перец горошком. И никаких трав, потому что травы тоже при стерилизации могут дать очень непонятный и плохой эффект. Я экспериментировал с своим любимым тимьяном, это прям вообще кошмар. Первую банку с сырым мясом мы можем сразу заполнить. Я беру где-то на пол-литровую банку 50 граммов лука, 30 граммов морковки, а вот перца горошком достаточно много. Не 2-3 штучки, я думаю, штучек 10-15. И все, плотненько. Эту можно отставить. Сейчас я сразу одной из крышек накрою. Я купил вот такие вот ужасные крышки. Эти крышки никогда не используйте. Эти крышки не для автоклава. Я в прошлом ролике говорил, что нужно покупать обязательно хорошие крышки, где написано «для автоклава». Но у них есть преимущество. У них разные рисунки, и мы будем знать, в какой банке что
находятся. А то, что они не автоклавные, ну, это тоже ничего страшного, потому что это эксперимент, я не собираюсь эти банки хранить годами. Вариант второй. Я сейчас в банку все загружу, чтобы просто отмерить. Можно чуть побольше, потому что, как я говорил, у нас оно немного ужарится. И на горячей сковородке просто до корочки. Я даже масло не буду класть. Сковородка тефлоновая. Жиром вниз положу. И еще одну важную вещь для чистоты эксперимента я не сделал. Нам нужно, чтобы все банки находились в одних условиях начала стерилизации. Так как те будут горячие, то нужно сырое мясо довести до внутренней температуры хотя бы 80 градусов. По плечике залью. Это переложу в мисочку. Отлично обжарилось. И третий вариант уже практически готовое рагу. Опять же в банку. Немножко маслица, потому что я сначала хочу лук обжарить чуть-чуть с морковкой, чтобы они тоже немного карамелизировались. Так, обжарю свинину. И вне эксперимента, у меня еще свинина осталась, я сделаю вариант, покажу вам, который мне очень нравится, очень вкусно получается, ну так просто, бонусом. Перец горошком, лук, так, морковка. И я добавляю туда сушеные белые грибы, прям вот так вот, просто их раскрошить. При том, что добавлять нужно прям много. Они при стерилизации вкус теряют, поэтому чем больше положите, тем вкуснее. Подолью водички. Конечно, лучше было бы бульон, но тогда, опять же, эксперимент будет нечистый. Накрою крышкой и на маленьком огне буду тушить до готовности. Крышку сниму и на сильном огне всю влагу выпарю, чтобы вкус концентрировался. Это можно сразу в банку. Тут полный комплект всего. Правильно я рассчитал? Правильно я рассчитал. Сюда влезло процентов на 20-25 мяса больше, чем в первую банку. Так, крышечкой, вот, с лимончиком ее накрою. Это у нас будет номер 3. И номер 2. Сюда мы уже кладем лук, 50 граммов. Глаз алмаз, 30 морковки. Перец горошком и нашу обжаренную свинину. Все руками ее запихаю. Сок, наверное, тоже надо будет слить. Тут я не рассчитал, один кусочек все-таки остался. Филечка, на тебе кусочек, он все равно не влезает у нас. Да. Тузик, а ты уйди. Это у нас будет яблоко. Крышки в кипяток, это не для того, чтобы их стерилизовать, а для того, чтобы уплотнитель просто размягчился, и они будут лучше прилегать и герметичнее. Первая у нас перец, неплотно закрываем. Вторая у нас яблоко, без усилия. Третья лимон. И утка это помидор. Стерилизовать я буду не при 120, а при 115 градусах. И этого вполне достаточно. Есть такое понятие, как ботулонистический эффект. Это прогрев при 121,1 градусов в течение 3 минут. Но это эквивалент. То есть на пол-литровую банку при 120 градусах достаточно 30 минут, а при температуре 115 градусов нам нужно 40-45 минут. Но при этом вот эта вот разница в 5 градусов, она критична для мяса и рыбы. Если при 120 градусах мясо может стать сухим и начать распадаться на мелкие нити. А вот при 150 мясо будет нежным и мягким. Да, и к тому же еще жир при большой температуре может приобрести неприятный вкус. Поэтому рекомендация для мяса именно 115 градусов. И пол-литровая банка это, ну, давайте 45 минут я возьму. Да, и стерилизовать я буду на пару. Ну, твист крышки это позволяют делать без проблем. Разницы между паром и водой особо нет. Единственное, что пар просто быстрее нагревает банки. Это банка, в которую мы клали сырое мясо. Много здесь жидкости получилось, видите? Слишком я взял маленькие плошечки, еле влезло. Это у нас мясо предварительно обжаренное. И полностью готовое. Вариант 3. Выглядит он иначе. И значительно суше. Первый от сырого мяса. Консистенция хорошая. Сейчас я все попробую, потому что мне
не с чем сравнивать. Мне надо понять разницу. Мясо предварительно обжаренное. По общему объему, разумеется, все одинаковое. Но в первом варианте, как вы видите, значительно больше бульона. То есть его прям много. Во втором бульона практически нет. И в третьем подавно. Вообще ничего. Что касается вкуса. Вариант первый. Он, наверное, чуть нежнее, чем все остальные, но немного пресноватый, хотя я положил соли больше, чем положено. И знаете, вот он чуть-чуть отдает, как бы вам сказать, свинкой. Ну, мне это, честно говоря, не очень нравится. Хотя, конечно, если бы я положил лавровый лист, то этого привкуса бы не было. Но при этом мясо очень сочное. Второй вариант с просто обжаренным мясом, мне кажется, по вкусу интереснее. Вполне сочный, и вкус мяса более насыщенный получился. А вот в третьем, несмотря на очень насыщенный вкус, хотя мне он, честно говоря, не очень нравится, мясо получилось суховатое. Так что вариант приготовить все и положить в банку у меня прям сразу отпадает. Оно прям сухое. Мой вердикт из 3 технологий: однозначно побеждает тушенка с предварительно пожаренным мясом. И конфи традиционное, и конфи из автоклава. Я для удобства на одну тарелку выложу. Утиная грудка традиционным методом. Утиная грудка из банки. Ножка традиционного конфи и ножка из банки. Утиная грудка и в том и другом варианте, конечно, немного суховатая, но ее и для конфи никогда не используют. Это мне просто было интересно понять. Но в случае с банкой она получилась все-таки менее сухой и понежнее. Тут я даже затрудняюсь сказать. Конечно, в традиционном варианте все это более презентабельно, красиво. У меня в банке все смешалось, потому что обычно используют высокие банки, чтобы ножки туда заходили целиком. Что касается вкуса и текстуры и в том, и в другом варианте просто отличная. А вот вкус в баночном варианте, то есть в автоклавном, он более, как вам сказать, консервный. Такой вот более насыщенный, а в классическом более натуральный. Поэтому я могу смело тут сделать вывод, что приготовление утки конфи в автоклаве вполне себе допустимо. Единственное, что если вы смотрели внимательно ролик, то видели, что на заводах, когда делают конфи, его сначала готовят традиционным методом, а потом уже автоклавируют при 115 градусах. И я считаю, что мой вариант, когда я сразу помещаю все в автоклав, вполне себе имеет право на жизнь, получается вкусно и, главное, безопасно. Такой вот коротенький эксперимент мы с вами провели. Мне он был полезен. Я люблю учиться на своих ошибках. И вам я предлагаю учиться тоже на моих. Для этого ролики и снимаю. Очень жду ваши вопросы, идеи и пожелания в комментариях, а лучше пишите в наш телеграм-чат «Клуб бесстрашных гурманов», где мы все вместе обсуждаем. Пока и до следующего странного эксперимента.